В этом видео рассмотрим все возможные причины, почему не работает бензонасос, почему не качает топливный насос и что делать. Если что-то не хватает, пожалуйста, добавим в комментариях и обсуждаем тему. Привет всем! Основная функция бензонасоса топливного насоса – это перекачка бензина или дизеля нужным давлением из топливного бака в двигатель. Неисправность топливного насоса приводит к серьезным последствиям. Двигатель вообще не заведется или, если нужным давлением не подается топливо в двигателе, тогда двигатель будет троить, будет провалы, рывки при нажатии на педаль газа и так далее. Топливные насосы делятся на электрические и механические. Практически все современные новые автомобили оснащены электрическими топливными насосами. Поэтому в этом видео речь пойдет о признаках, симптомах и неисправности электротопливонасосах, как определить причину и как вылечить. Сейчас я перечислю симптомы неисправности топливного насоса. Автомобиль не заводится или заводится с трудом и часто глохнет. Отсутствие характерного шума при работе топливного насоса. Двигатель троит. Наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа. Посторонние шумы в работе двигателя. Падение мощности двигателя. Двигателю не хватает тяги при резком ускорении. Двигателю не хватает тяги на низких оборотах. Теперь обратим внимание на два вещи. Первое. Если у нас машина более или менее новая и не антикварный, значит бензонасос на нем электрический. Значит, электричество в любой момент может выйти из строя, и машина вообще не заведется. Второе. Если машина заводится, но двигатель начинает троить, тогда тут причиной может быть не только электричество, но и другие факторы. Давайте сейчас включим мозги и коротко разберемся в этих двух примерах. Первое. Если машина вообще не заводится, с большой вероятностью причина электричества. Посмотрим на электрическую схему подачи топлива, и она практически на всех машинах одинаковая. Тут сразу видно, что если машина не заводится, значит причиной могут быть сам двигатель бензонасоса, реле бензонасоса, предохранитель топливного насоса или проволока. Когда в ключи вставляем и открываем зажигание, в салоне слышно, как двигатель бензонасоса начинает жужжать и запрессовывает бензин двигателя. В некоторых машинах, например, на ТЦ, когда двери с водительской стороны открываете, двигатель бензонасоса тогда начинает жужжать и запрессовывает бензин двигателя. Если не слышно и не гудит двигатель топливного насоса, тогда, конечно, машина не заведется, потому что в двигателе нету бензина или прорвана электрический цепь. Некоторые после этого сразу начинают вынимать из бака бензонасос и начинают разбираться. Но до этого советую снять шлейф и проверить с мультиметром или с помощью лампочки, доходит ли ток до бензонасоса. Когда вставляем ключ в зажигание и открываем ее, лампочка должна загореться всего на 2-3 секунды. А если начинаем крутить стартер, тогда лампочка должна постоянно гореть. Если это так, тогда до бензонасоса электричеством все в порядке. Если до шлейфа ток не доходит, тогда нужно перепроверить предохранитель. Пользуясь инструкцией по эксплуатации авто, отыщите номер предохранителя, защищающего цепь питания насоса. Попробуйте его заменить. Если все в порядке, тогда нужно реле бензонасоса перепроверить. Реле можно на AliExpress дешево подобрать.
Ссылка будет внизу. Будьте осторожны и соблюдайте технику безопасности. Если крышка бензонасоса открыта, маленькая искра может вызвать самые плачевные результаты. Если до шлейфа ток доходит нормально, тогда уже нужно снимать бензонасос и проверить электродвигатель бензонасоса. Иногда помогает постукивание на двигатель бензонасоса. Там внутри пропадает контакт, а иногда вообще нужно менять. Было у меня такой случай, когда постукивание помогло, и оно потом работало исправно. На YouTube много видео, как для конкретной машины достать бензонасос из бака. И я не буду останавливаться подробно на эту тему. Когда достанем бензонасос, ее тоже можно проверить на аккумуляторе. Будет или нет крутиться. Для этого подсоединяем проводки на контакты электродвигателя и подключаем на клемм аккумулятора. Бензонасосы можно дешево подобрать и купить на AliExpress для разных марок автомобилей. Некоторые двигатели бензонасоса подходят для разных марок автомобилей. Иногда есть различия, но умельцы переделывают, добавляют уплотнений, чтобы размер диаметра подошел и так далее. Главное, чтобы насос в системе создавал нужное давление. Мы уже говорили, что неисправность в данном случае бывает двух видов. Не работает топливный насос вообще или не выдает нужное давление. В первом случае неисправность можно узнать даже на слух, так как движок не будет крутиться и не будет выдавать звук при включении зажигания. Сейчас коротко поговорим, когда двигатель колбасит и начинает троить. В этом случае часто виноват не сам бензонасос, а в системе имеется какая-то неисправность. Принципиальная схема бензоподачи для всех автомобилей, даже для дизелей, почти одинаковая, и они выглядят так, как на этом рисунке. Запомните эту схему визуально или сохраните это видео. Зная вот эти два простые схемы, с большой вероятностью даже вы без помощи специалиста сможете разобраться в неисправности топливоподающей системы вашего автомобиля. Во втором случае, когда колбасит ваш двигатель, нужно знать, как проверить давление бензонасоса. Здесь нужно использовать специальный манометр. Лучший способ выявить неисправность бензонасоса – снять замер прямо на выходном штуцере около бензобака. Если манометр покажет 5 бар, агрегат исправлен и, наверное, нужно менять регулятор давления топлива, который сбрасывает в бак избыточное горючего, или нужно будет менять фильтры. Если тут давление низкое, значит проблема в бензонасосе. Топливный насос не подсасывает топливо и не может отправить в систему нужным давлением. Причина этого может изношенный движок бензонасоса или засоренный фильтр, который находится около бензонасоса в баке. Не исключено, что в баке попала вода. Такое тоже часто бывает. Нужно будет снять крышку и тщательно исследовать и понаблюдать с фонариком внутри топлива. Нет ли внутри бака что-то подозрительное. Проблемы при запуске и работе двигателя не всегда связаны с топливным насосом. Иногда признаки поломки бензонасоса такие же, как при неисправности регулятора давления топлива, форсунок или шиклеров, свечей и высоковольтной проводки. Даже опытные специалисты, которые наизусть знают все признаки умирающего насоса, не смогут с первого раза однозначно определить тип причину поломки. И необходимо поочередно проверить все потенциально неисправные узлы. При этом бензонасос обычно проверяется в первую очередь.
Было даже такой случай, когда несколько раз перепроверили все, заменили все датчики, детали и тому подобное, связанные с топливоподачей. Но потом оказалось, что причиной троения и неравномерной работы двигателя была лямбда-зонд. Как только заменили лямбда-зонд, все проблемы были исчерпаны. Так что, друзья, прощаюсь с вами. Может, это видео кому-то поможет и будет полезно. Прошу поставить лайк, подписаться на наш канал и поделиться в соцсетях. Каждый ваш клик важен для развития и продвижения этого канала. Спасибо всем за просмотр.